Всем привет, меня зовут Алексей, добро пожаловать на канал DP Labs. Хочу вам рассказать о модернизации двигателя самоката Александра, первого самого самоката. Модернизация этого двигателя была в несколько этапов. Он уже не китайский, а уже в нем много было чего переделано. Но мы решили пойти до конца и сделать из него очень хороший двигатель. Серег, тормози меня! Тормози меня быстрее! Пришли с Алиэкспресс магниты, но они не длинные получились, а короткие. И они как раз подходят для данного двигателя по длине. Здесь дюралевая или, там, не знаю, литьевой китайский алюминий, гильза из него, и в нее уже вставлена тонкостенная, всего 1,5 мм толщиной стальная гильза. Я этого не знал. Начал протачивать в токарном станке и в итоге доточил до того, что эта стальная гильза стала просто фольгой, что нас немножко расстроило, но из этого мы сделали хороший вывод, что нужно просто взять и переделать ротор. От этого ротора мы оставили только часть, в которой установлен подшипник и два сальника, внутренний и внешний. Я ее аккуратно от старого ротора отрезал. На токарном станке относительно посадки подшипника спозиционировался и обработал отрезанную часть для того, чтобы ее вставить во вновь изготовленный ротор. Новый ротор мы изготовили из трубы, из той же самой, который изготовлен, ну, вон тот вот двигатель, та же труба, там у нас небольшой кусок оставался. На вновь изготовленный ротор я впрессовал отрезанную часть от старого ротора. Впрессовал ее по посадке, ну, наверное, соток 7. Зашла она туда плотно. Потом с использованием 4-й оси на токарном станке засверлил отверстие, чтобы ее закрепить. Закрутил туда высокопрочные винты М4 и срезал фрезерным станком шляпки винтов. Все промазал герметиком, установил сальник, подшипник. Еще мы сделали специальное кольцо. Этого кольца вот не было в стандарте. То есть это внутренний сальник для того, чтобы охлаждающая жидкость не вымывала смазку из подшипника. Сделали кое-какие модернизации с вводом охлаждающей жидкости внутрь двигателя и с вводом фазных проводов. Данную втулку я изготовил на токарном станке, потом установил на фрезерный станок, сделал отверстие диаметром 5 мм, потом окончательно они вот, тут если видно, мне пришлось чуть-чуть досверливать ось, чтобы сделать грамотно туда завод проводов. То есть после того, как я отфрезеровал отверстие на фрезерном станке, мне еще на сверлильном станке досверливал их, чтобы там уложить качественно фазные провода и провода датчиков холла. Следующий этап у нас это протяжка проводов, герметизация отверстий и установка трубок медных. Внутрь нам нужно запрессовать эти трубки, чтобы герметизировать заход охлаждающей жидкости в двигатель. Все вообще по-разному разговаривают. Я не учился никогда ни на какого диктора. Я прихожу на работу вообще работать. Я, фрезеровщик, Я, фрезерую, проектирую, пилю, строгаю, крашу, все прочее. То, что я разговаривать умею, это, вообще бонус. Хотел еще уделить внимание магнитам, которые сюда будут устанавливаться, но даже в сравнении показать. Один, который изначально стоял в китайском двигателе, а другой, который хотим поставить мы. И габаритами больше, и у него форма уже другая, под радиус заточенная, закругленная. И намагниченность у них на порядок выше, чем у данного магнита. Что позволит увеличить крутящий момент и мощность пиковую двигателя. Сейчас хочу рассказать и показать, как в новом самокатном двигателе, точнее, как мы его собираем и вставляем статор в ротор. Вся эта конструкция сваренная для того, чтобы те усилия, с которыми будут магниты втягивать статор внутрь, чтобы начальное усилие сдержать, потому что потом статор прильнет к магнитам и будет просто по ним шоркаться, и такого втягивающего усилия мы не ощутим. Буду собирать эту конструкцию. Устанавливаем его.
Сейчас его нужно закрепить. Так, все, колесо установлено. Сейчас будем туда вставлять ротор наш. Постепенно ослабляем гайку и вдвигаем статор в ротор. Вот тут говорю, как и было сказано, что пиковое усилие будет на самом входе, а потом он примагнитится к одной из стенок. Вот для этого, в принципе, для сдержания первоначального пикового усилия вся эта конструкция нам и нужна. Далее просто откручиваем гайку и силой магнитов затягивается внутрь сам статор. Вот тут он уже почти полностью зашел, поэтому как бы его мы уже туда подталкиваем, потому что он к стенке примагнитился. Сейчас откручиваем обратно прикрученное колесо. Уже в сборе со статором. Немножко надо придержать. Оп. Скотч малярный предохранительный убираем. Ну, более-менее по центру крышками выровняется. Так, ну вот, показать можно, как он встал. Зазор минимальный. Должен быть в идеале 2 или 2,5 десятки. Я вам показал два двигателя. Один двигатель от старого самоката, другой уже от нового. Оба двигателя еще полностью не собраны, потому что требуют еще небольшой кропотливой работы. И так быстро не соберешь на камеру. Ну, в следующих сериях все увидите. А на этом все.